Привет, друзья! Сегодня у нас очень интересный проект из профильной трубы, а работать мы будем вот с таким вот трубогибом Гиббон. Приобретал его 5 лет назад и в свое время делал на него полный обзор, где рассказал его характеристики, все его преимущества. Только вдуматься, как быстро время летит. Вот как это было. Приобрел себе профилегиб Гиббон. Сделан очень достойно. Имеется цепной привод с двумя ведущими валами. Валы здесь установлены 20 диаметра, сталь каленая 45. Установлена регулировка по высоте с большим шагом резьбы. И все это выполнено на хорошей станине. Металл на станине довольно-таки толстый, 7 мм. Принцип работы очень простой. Два ведущих вала тащат профильную трубу, а профильная труба прижимается подшипниками из 5 штук. В комплекте можно приобрести насадку для шуруповерта, и работа будет гораздо быстрее. Ссылку на видеообзор трубогиба Гиббон оставлю в описании под видео. Вы, конечно, можете сказать, что я сделал на него только видеообзор и больше с ним не работал, но вы ошибаетесь. В прошлом году я также уже работал с ним, а работал я на нем с профильной трубой 20 на 20 из нержавейки. Делал такие вот полукольца, из которых по итогу я сварил лавочку для своей купели. Ссылочку на видео тоже оставлю в описании под роликом. Может, кому будет интересно, как это все выглядело. Но нужно сейчас досмотреть видео до конца, а потом уже смотреть другие ролики. Но я буду возвращаться к существующему проекту. И как вы могли заметить, на моем турбогибе появились очаги ржавчины. И особо пострадала цепь. Но это все по моей вине. Он всю зиму простоял под открытым небом. Но это все легко исправить. Сейчас мы разберем, снимем валы, снимем цепочку и будем ее восстанавливать. Для этого почищу ее, замочу в моторном масле. Также проверю работоспособность всех механизмов. Возьму масленку, смажу резьбу, ограничитель по высоте. И резьбу прогоню в разные стороны. Осталось протереть при помощи литоши и все установить на место. И как можете заметить, несмотря на то, что ему уже 5 лет и годы зимовки на улице, выглядит он довольно-таки достойно. Ну а теперь пришло время сборки. Устанавливаю вал с одной стороны, надеваю на него цепь и устанавливаю вал, который предназначен для шуруповерта. Так проще и быстрее будет прогнать цепь. Мне сейчас необходимо убедиться в полной работоспособности моего трубогиба. Ну а теперь можно приступать к следующему моему проекту. Для этого верну на место ручной вал и установлю по 4 шайбы с каждой стороны, так чтобы расстояние между шайбами было чуть больше 60 мм, так как мы будем работать с трубой 60 на 40. Да, это максимальный размер профильной трубы, который может согнуть данный трубогиб Гиббон, так как на данном профиле можно работать с трубами 10 на 10 и заканчивать 60 на 40. В моем случае для работы с трубой 60 на 40 необходим центробой, но я свой найти не смог, и поэтому мне пришлось дозаказать на сайте. Благо трубогибы заводского производства и запчасти на них подходят спустя 5 лет. И сразу заказал набор конусных роликов в количестве 3 штук. Они предназначены для работы с круглой трубой. У меня в голове уже есть пару проектов, которые хочу осуществить чуть позже. Но мне необходимо установить центробой на свое место. Для этого снимаю подшипники в количестве 5 штук и устанавливаю центробой на место. С каждой стороны установил по одной шайбе. Установил вал и затянул гайкой. Примеряю профильную трубу 60 на 40 и смотрю, как она будет работать. Как можете заметить, центробой прямо по центру профильной трубы. Но я перемещаюсь на другую локацию, буду работать под открытым небом. Вот в чем прелесть. Работать можно где угодно, даже на улице. Приготовил профильную трубу, у меня два куска по 2 метра, один кусок 4-метровый. Начну сразу я с длинного куска. Установил профильную трубу в трубогиб и буду в ручном режиме прогонять ее в разные стороны. После каждого прогона постепенно ее прижимаю. Ссылку, где приобретал данный трубогиб, обязательно оставлю в описании под видео. Как видите, центробой задал канавку, утопил профильную трубу вовнутрь. И за счет этого трубу не будет вести в разные стороны. Процесс не сказать, что очень легкий, но сделать можно. Была бы труба 30 на 30, сделать можно было в 5 раз быстрее. Но я не буду мучить вас полным процессом сгибания профильной трубы, а покажу уже конечный результат. На выходе мы получаем 3 вот таких вот полукольца. Сейчас размеры все покажу. Самое главное согнуть длинную. Получилось у меня между профильной трубой 3 метра. Ну 3,01. Малые полукольца установил на землю, их необходимо отрезать. Для этого взял брусок и очертил по нему. И отрезаю при помощи УШМ. По итогу малые полукольца у меня получились 195 мм. Нахожу центр, это будет 97,5. И с двух сторон отступаю по 30 мм, чтобы получилось у нас 60 мм по центру. Теперь между стойками делаю одинаковое расстояние 154 см. На длинном отрезке профильной трубы с каждой из сторон отмечаю по 118 см. Теперь необходимо профильную трубу установить по меткам. Одному делать не очень удобно, но возможно. Проверяю, чтобы метки совпали, и при помощи струбцин затягиваю с двух сторон. Теперь при помощи сварки делаю прихватки с двух сторон. Прихватил и снимаю струбцину. Но теперь нужно проверить. Как видите, под моим весом почти 90 кг профильная труба немножечко играет. Но это мы еще исправим. При помощи картона вырезал вот такие шаблончики. Это будут у нас будущие косынки. На куски металла обвожу 4 куска. И при помощи ушем вырезаю.
Далее примерил и за кадром все проварю. За кадром также изготовил 4 подпятника размером 10 на 10. Устанавливать буду их под каждую ногу. Сварочные работы оставлю за кадром. Теперь на профильной трубе с каждой из сторон сверху отступаю по 130 мм и делаю разметку. Чтобы линия была в горизонте, использую уровень и делаю разметку. При помощи шуруповерта делаю сквозные отверстия. Отверстиями нужно будет на 16 мм, но начинаю с меньшего диаметра и заканчиваю более широким. Далее беру ступенчатое сверло и расширяю. Приобрел анкеры диаметром 16 мм. Анкер приобретал, чтобы на кольце было кольцо. Убрал с анкера все лишнее, одеваю с одной стороны шайбу, вставляю в отверстие. При помощи шайбы и гайки затягиваю. И дальше контролирую при помощи контрующей гайки. А лишнюю резьбу обязательно срежу. Теперь необходимо заглушить концы профильной трубы. Для этого вырезал из металла заглушки. Хотел что-то найти декоративное, но ничего не подошло под профильную трубу 60 на 40. Единственное, что можно сверху поставить какие-нибудь шары. Каркас полностью готов. Единственное, что осталось зачистить при помощи УШМ все сварные швы. По итогу вот такая красота получилась. Теперь необходимо покрасить. Но для этого сначала буду все обезжиривать. Для этого использую обычный обезжириватель и чистую ветошь. Красить же буду грунт эмаль под ржавчину 3 в одном. Буду красить 2 слоя с промежуточной сушкой в 24 часа. Цвет выбрал шоколадный. Но когда было все готово, в магазине приобрел 2 карабина, которые каждый выдерживает по 230 кг. Установил их с двух сторон. Теперь в ход у нас идет покупной шезлонг. Приобрел я его в одном из строительных магазинов стоимостью 595 рублей. Ну пускай будет 600. Ну и полная стоимость моего проекта обошлась мне в 3000 рублей. В магазине только один каркас стоит от 9000 рублей. И на выходе у нас получается отличный шезлонг своими руками. Каркас получился металлический, он переносной, легко перенести даже одному. Друзья, ну я надеюсь, что данный выпуск был вам интересен и полезен. Если понравилось данное видео, поставьте палец вверх. Если не подписаны, подпишитесь на канал прямо сейчас. Все полезные ссылочки оставлю в описании под видео. Так что переходим и смотрим. Вам же хочу сказать огромное спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Всем вам крепкого здоровья. Ну а на сегодня я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч.